Всем добрый вечер. Сегодня у нас ответы на вопросы. Часть вопросов приходит в личку, но постараемся осветить вопросы, которые приходят на наш канал. Владимир Михайлович, он задает вопрос, сколько живут такие собаки, которые, я так понимаю, жесткие, ну, то, что видели там на... Что смотрит он на канале Да. и видят, что собаки там цепляются за зверя, и поэтому подписчики задают, сколько живут собаки. Как говорится, собаки разные. Это самое. Есть собаки жесткие, но, как говорится, с умом, там, с интеллектом. Они цепляются, но знают, когда уцепиться, как вцепиться, чтобы меньше пострадать. А есть собаки, да, безбашенные, как аргентинские доги. То есть увидели зверя, бегут, тупо, не разбирая, цепляются в ухо, там лезут на голову, там сикачу. Это вот эти вторые собаки, они, конечно, живут недолго. Это самое. И если у собаки еще нету охотничьего опыта, где-то их травили только на вольерах, и вот эта вся злоба ихняя, они там как бы по мангалам или не по большим кабанчикам побеждали, а привели в лес и напали на серьезного такого кабана, как у меня ходит, например, пятилетний сикач здесь в лесу, и ходит стая волков с 12 голов. И вот он 5 лет прожил, я думаю, за 5 лет с маленького сигалеточка. Он не раз встречался с этой стаей, но то его мамка защищала, то он нашел какие-то выходы спасения от этой стаи и выжил. Я думаю, этот сикач очень опытный, он уже навалял ни одному волку, и там все знает. Так же, как у меня был случай 2 года назад, у меня был такой белый кобель, я где-то на канале его показывал, по кличке КамАЗ. Вот из-за неопытности было столкновение с кабаном, и егонная такая бы бездумная злоба, и он я его взрослого привез, 2-годовалого. И он как бы думал, сейчас я возьму этого сикача. А сикач завел его на неширокую речку, затопленную, была перегорожена бобриной плотиной, камыши, завел в это камыши, влупил один раз ему от паха и до лопатки срезал все ребра, ему диафрагму, все ребра отрезал. Я когда пришел, он на месте стоит по GPS. Вот чему нужен GPS. Еще кто говорит, я хожу со своими собаками, и мне GPS не нужен. Я по GPS пришел, кобель стоит на плотине, я сдалека заметил, что у него бок в крови. Я когда подошел, я гляжу, что у него он стоит, дышит. Конечно, там как занижен болевой порог, другая собака визжала, знаешь, такие, эй, чуть тронешь, она визжит. Не, он стоит мужественно, вот, стоит, и это уже гляжу, что у него отрезаны ребра. Я сразу понял, что ему отрезал кабан все ребра. Ну, завез в ветлечебницу, ну, короче, он там умер. Ну, подробности не будем объясняться. А есть другие собаки, с которыми начинаешь охотиться, ну и когда видишь, что собаки очень злобные, там, и поначалу оно видно со щенков, какие он, то лучше, конечно, его как бы одного брать и рассматривать поиск его там и все остальное. И когда он проявляет сильную злобу, лучше дать ему где-то, конечно, если есть такой кабан, чтобы он его чуть ломанул, ну, этот, вольерный или что, чтобы он понял, с кем он имеет дело. У меня такой был вайгач, кобель. Вот, он с детства будет ходить по вольеру и думал, все этого кабана. И дрался, я привозил его, там привозили собак, никто не мог того кабана. Говорит, 15 собак привозили, и никто его не мог. Я тоже его привел, он там, у него еще домашние ходили, он поймал сначала дурак домашнюю свинью, потом я его чуть оторвал от этой свиньи и пустил, и там такое, полынь была высокая, ну, может, соток 25 загорожена была у него огорода, и этот кабан. И он в драку с ним. И победил этого
сломал этого сикача вот у того парня. А потом я его завез в этот В Гомель? Да. И там сикач был такой уже, который уже на притравочной площадке уже встречался с собаками. Уже не один поединок провел. Да, да, уже боец. И он попытался с ним, но кабан ему дал отпор, он раз попал, кабан его смял, второй смял. И мы потом пошли, сидели 3 часа, и через 3 часа пришел, он уже плотно работает, но не лезет. И последний раз я подошел, кабан сорвался, побежал, и собака за ним, уже после 3 часов, он бегит, а кабан встал. Он бегит, кабан его опять завалил, взял в зубы, как вот так потрепал, бросил и побежал дальше. Правда, он, вот кобель устал, отряхнулся и пошел дальше за кабаном. Но после вот этой стычки я уже ходил по Вольному, он уже совсем по-другому себя вел, уже на рожон не лез. Вот. И скажу, вот у тебя там есть у нас же в роликах, где у тебя кучум там на ухе висит кабана. Да кучуму уже 12 лет. 12 лет, с ним добыто очень много зверя, также есть чекан. Да, они попадали под кабана, были травмированные, но они прожили вот достойно эти собаки, прожили, как говорится, свой собачий век, имея хороший поиск, вязкость, злобу к зверю. Телефон. Я больше с чеканом с твоим вот
охотился. И мне он, ну, нравится, как он такой, у тебя кочум такой злобноватый кобель, да? Ну, он такой. строгий такой. Да, чужой. строй. И к собакам он там может А кучум, ой, чекан такой, он добродушный. Я его, вот, мне он нравится, такие собаки. Я люблю уравновешенных, спокойных. И вот мне нравится у чекана, что куда бы мы с ним ни приезжали, Да в разных местах. Куда ты не пойдешь. у меня тут у такие сложные места, тайга. Миша приезжал. Во, пустили, он ушел, круг раз, задел и подымет зверя. С напуска пустил и подымет зверя. Вот. Они там говорят... Ну вот я хочу зачитать, да, Олег Дмитриченко, он спрашивает, почему у Владимира всегда на языке поиск от 1 до 3 километров? Неужели весь зверь расположен только на этом расстоянии? Или ваши собаки просто пропускают его, а это непродуктивная работа лайки? Вы всю жизнь тянули к себе собак зверовых линий, а теперь собираетесь на мелочь охотиться. С чем? Я никогда не слышал, чтобы вы занимались охотой на пушнину. Но он, может, не совсем понял, возможно, не смотрел там ролики первоначальные. Послушай, он немного не понимает. В чем дело? Почему я говорю километр, собака понимает? Мы приходим, начинаем, например, кабана беру. Беру кабана, сейчас вот объясняю. Приходим к кормовому полю. Ну, кабан побыл ночью на кукурузе. И у нас этих же 12 волков охотятся за этим. Тут не одно стадо, Каждую ночь. Каждую ночь. Им жрать нужно. Они охотятся на этих кабанов. У этих кабанов уже самые слабые съели их. Остались более сильные. Но волку-то он травой не питается. Ему основная, когда у нас был кабан, основная добыча, он уже приловчился, и ему нужно мясо. И охотиться на кабана. То, что кабана ему легче добыть сигалеткой, чем, хотя свиноматки, конечно, круто бьются, там усмерть, защищая стадо и там подсвинки. Но волк тоже не лыком шит, как говорится. Мы видели, кто охотился со звериными собаками, ну там несколько собак пускал по табуну, они всегда с табуна выдернуть сигалетка. По-любому выдернут. Одного поймают, второго. Главное, чтобы у них физухи хватило. И догонят стадо, еще одного поймают. Третьего. А кабаны чего? Побыли, они знают, что, может, их волки шуганули. Или там свиноматка умная. Она всегда старается как бы скрыть, куда уход на лёжку. Это уже неоднократно замечалось. Она идет водой через болото, пересечет, там речушку переплывут. И куда это даже могут заплывают кабаны по воде, чтобы скрыть свой след, на островок на какой-то небольшой среди болота. Вот, будет сосеночка стоят, вот, делают лёжку и лежат там. Собака опытная, взявший этот след, вот она и уходит за километр. Мы сколько раз наблюдали, вот такие собаки, Чен, вернее, твой был. Помнишь, когда взял он след, мы не могли болото это перейти. Мы смотрим на GPS, он поймал, мы понимаем, что он в одиночку догнал поросенка, поймал, а мы не можем, там воды выше наших колен, и мы не можем туда, плыть нужно, а это осень. Мы тогда еще 2 енотов там что-то, да, вот, собаки молодые с нами были. А он в одиночку там. Потом мы знаем, что он может в одиночку задавить сигалетка, бросил и ушел дальше за стадом. Да, может, это и плохо, что он бросил и ушел, но мы и не пришли. Ну, это у собаки охотничья страсть. Он охотник. Он вымотался с этим в одиночку. Это же не зайца задавить там, бляха, или мышь. А кабан, сигалеток, какой бы он ни был, он маленький, но он атакует, и кабан сильно борется за свою жизнь, и свою жизнь не просто так отдаст. И вот он бросает этого, я так думаю, задавленного кабана и уходит дальше через через час, может, или что, и уходит дальше. И уходит, и снова уже черт знает где, догоняет это стадо, снова ловит
наверное, больше Здорово. 5 километров там уже. 9. Первый был на 5, Да. а потом пропал. Да, 9, там, да, Да. оттуда, да, нас 9. Догнал стадо, снова поймал, отбил сигалетка и начал это сама, уже уставший, ну, методично его убивать, так сказать, этого сигалетка. А там охотилась бригада, и один парень едет, а у него голос такой был громкий. Он говорит, я еду, думаю, что там гончак, что ли, что облаивает. Он подошел, подпустил своих собак, и, короче, такая картина там. Ну, был кабан сигалеток и чен с ними. Вот, он был на GPS-ошейнике, а у нас уже он пропал с GPS-ошейника, то, Да. что мы на дерево цепляли, усилительную антенну, и мы уже не видели его. Ванька этот говорит, я снял на камеру, покажу, как мои собаки, типа, перегрызли тут холку эту кабану, этому сигалетку. Я ему говорю, Ваня, вот когда твои собаки поймают и Второй перегрызут, и тогда ты мне покажешь, без нашего кабеля. Потом Виталик, бригада была, позвонили нам, они спросили, наш собака, я говорю, да, наш. И они посадили его и вывезли на дорогу. Ну вот такие вот ситуации. Вот поэтому собаки по лосю, ребята, по лосю. Я говорю сейчас не о белочке, что вы ходите там, что надо километр или 2, а о зверовых охотах. Вы приехали к лесу, где постоянно идет загон на лося. Зверь уже знает даже звук ваших машин. Вы только приехали, дверками хлоп, и не успели поставить номера, а зверь уже за номерами, за полкилометра. Тихонько лосиха собралась, и лося так быстренько рысой чук-чук, и увили, и быки. Это уже наблюдалось не раз такая ерунда. И с кабаном такие вот ситуации. А это можно отследить только так. Вот вы номера поставили, в загон пошли, а собака раз прилетела номера и уже работает у вас со спины номеров. То, что пока вы становились, пока вы там шли, как говорится, чесали языками, зверь услышал и ушел. И собаки уже работают у вас, вон, сзади вас, тю-тю. Короче, зверь ушел. Вот поэтому поиск, собака, я не говорю, что пропускает она расширяет поиск. Она может 500 взять, нету, обыскала восьмеркой или полукругом, взяла еще шире этот самый, она идет, пользуется не только следом, а и верхним чутьем. Опытная собака, и слух у нее работает, и обоняние, все работает. Она, если собака это ищет зверя, она знает, что ищет, и знает, как уже опытно зайти с-под ветра и как искать. Кто с легавыми охотился, тот знает, что такое, как легавая работает с-под ветра, почему начинаешь. Даже чуть боковой ветер, лежит этот гусь, и собака пропустит. И, не попала в струю потока запаха, все. Так и это, начинает расширять. Но она расширяет поиск собака, поисковая, с хорошим поиском. Она ищет зверя. А ваша 200 метров туда, 200 сюда, 200 туда, 200 сюда. А зверь будет стоять 400 метров в стороне, ну, к примеру. Зашел с другой стороны. Да, и зашел с другой стороны. И ветер не в ее сторону, ну, пока наслед не... Она прошла, и зверь вот Так стоит. а нету следа. Она... Вот с этого поля, куда ты приехал, пошел, здесь нету следа. А допустим, с другого поля там покормились, зашли куда-то в болото и легли. А ты с этой стороны приехал. Да, и ваша собака пропустила. Но это вам надо, откуда вы знаете, это вам надо сначала все объехать, там посмотреть следы. А если нет такой возможности, вот вы приехали, поставили машину и пошли. Все, собака должна найти. Зверь с поля за 9 километров покормился, зашел в болото и лег. Собака верхним чутьем, обонянием, хоп, прихватила и пошла.
А если вы будете ждать, что ваша собака только пока она след пересечет, Да она, то это... собака опытная, она остается шерсть на дереве идет, это тиранулся кабан, Да. лось, там шерсть отлетела. Это мы там свои домыслы. А собака все это понимает уже опытная, как искать и где искать. Вот. Да к чему я хотел сказать? Вот с поисковой собакой. Я прихожу, к примеру, вот поле, знаю там поле, а до него 2 километра там, так? И может под полем быть зверь. Так мне что туда 2 километра надо идти. А если собака подымет там зверя, зверь прибегет ко мне. Понимаешь, Да. я всегда так захожу по кварталке и знаю, что у моей собаки она километр-два и там может расширить поиск, ну, дойдет туда, до тех речушек, к тому полю и перехватит там след или тут ближе где-то. Просто я даю направление собаке. И она пошла. И она вот чим-чим-чим раскрутила. Собака легкая, быстрая. Я вот опять не хочу там ничего, но пример опять приведу. Это вот Тишка, когда... Вот это лосятник скоростной, сложенный, правильно рычаги, сухой, очень быстрый кобель, чутье хорошее, ребра спущены, легкие, понимаешь? Он вот собаки, моя собака, там вот Буч, если он ушел в форме, и он пошел на поиск, он, эти километры, да, он вот такой, и уже здесь. А тот метров 300, иногда 4, до 500 Буч. отстает. Отставал. Буч отстает. Да, хотя моложе он был его. Отстает. Потому что у него ноги крепкие, сухожилия эти, ну... вот. Утишки. Да, и вот я замечал, идет эти раз под дерево. А он идет как стрела, только шух через дерево и пошел. Понимаешь? Вот он, собака скоростная. А такая собака, там, тихоход, я такой наблюдал тоже. Лось уже здесь, возле тебя. По GPS смотришь, там твои собачки, там где-то вот бегут еще 300 метров до них. А лось возле тебя уже. Все, они отстают. А от такой собаки, как Тишка, он постоянно, как говорится, на хвосте висит у зверя. Понимаешь, он все время рядом. Он выносливый, чешет за ним, чешет и чешет. Такие вот дела. Так что поиск у собаки это обязательно. У зверового должен, у зверовой собаки быть поиск. Вот Вячеслав Евсеев говорит, если собака уходит за 3 километра без следа зверя, это не поиск, а бродяжничество. Собака должна работать на ведущего, а не сама на себя. Так она... Поверьте, что мы знаем, что такое бродяжничество и что такое поиск. Вы посмотрите наши первые выпуски, там, где говорится про поиск. Что он ушел и нашел. Да. А когда, да, он бегает постоянно за 3 километра, а с вами есть Об этом собаки, мы- которые на коротке, и они поднимают. Вы можете смело утверждать, что та собака бродяжничает. А когда у вас этот собака находит всегда первым номером, и там, где она находится за 3 километра, и ушла там еще там за зверем, а вы идете с этими собаками, которые по 250, по 500 метров, и они на этой дистанции ничего не поднимают, то кому вы будете отдавать предпочтение? Да и как человек может судить о поиске, когда это самое, ну, у тебя нету GPS. Ребята, оденьте GPS, и вы сразу узнаете, что такое. Я такую купил, тоже покупал собак с офигенным поиском. Да, ой, днями, я с ним не справляюсь, поэтому продаю. Да, я его пускаю, он поднял и ушел. Мы уже добыли, лося разделали, чекан лежит, поднял голову. Я хочу обратить внимание, ребята, ветер, лежит чекан, добытый зверь. Мы это Кучума и Умку посадили Увели, в да. машине. Мы разделаем с Михой лося сигалетка. Это самое. И лежит чекан. И только чекан, хоп, голову поднял. Чтобы вы понимали, как слышит зверь. Оп, голову поднял. 500 метров По чернотропу. по чернотропу. И Лайка, чекан, услышал, что идет собака. Он только сразу раз в ту сторону. Я чик, GPS, точно 500 метров. А поначалу как один ошейник не работал. Да, ошейник не работал, пустим, он бегает, а ну бегит, падла,
за 2 километра, за 3 пропадет с ошейника. А потом к концу дня нас потом находит. только возвращается к концу дня. Вот это бродяжничество. Вот а это... когда ошейник надели, все стало понятно. Да, и сразу я его подарил, хотя отдали за него $200, я его, а люди хвалятся, ой, гоняет, ой, работает. Не справляюсь. Да, мне такая собака не нужна. И мы никогда не судим по одной ситуации. То есть ты взял, вот один раз, потом второй, третий, пятый, шестой, все понятно с этим собакой. Да, ребята, у 500 метров ветер, на меня хотя бы, да, такой ветерок, поднимает тишка лосей. У меня есть ролики. Я иду, подхожу, выхожу на делянку, стоит бык и лосиха с 2 телятами. Я так до тишки, он возле быка облаивает, я камеру включил и по GPS смотрю, 200 метров, по-моему. И они уже смотрят в мою сторону. И я подходил, собака лает. Это я подходил тихонько, старался не наступить, не треснуть, ни на что, чтобы не подшуметь зверя. И то они смотрят. Я думаю, поснимал на камеру, думаю, посмотрю, насколько они меня еще подпустят. Ребята, на 150 шагов. Стал подходить, и они сразу шух, и пошли. Вот. А где волки, это самое, гоняют лосей и охотятся постоянно, там лось так сильно не стоит, особенно лосихи с телятами, они стараются увести куда-то в завалы, в крепкое место, и уходят, и уходят, и уходят. Вот последний раз я добывал, стишка из бычьей лося, они взяли, и вы, если, как говорите, у вас собака, вы в контакте работаете. Да, вы, можете, и с ней в контакте работаете, но лучше, чтобы она работала в контакте со зверем, а не с вами. Но она хорошо, что возвращается, уходит, возвращается, но если она постоянно возле ног вас крутится, 200 метров, это что? Вот, отбежала, обратно показала, отбежала, обратно показала. Взяла зверя и говорите, что она не, как говорится, не работает по зверю, она его гоняет, отгоняет от ног. Отогнала километр и пришла. И вы ее не теряете, она постоянно у вас в контакте. А если у вас собака вязкая, она взяла этого лося, вот эта лосиха сорвалась у меня, я гляжу 3 километра только, шук, хорошо, один ошейник у меня этот ДС-30, 220 альфа, 3 километра там с чем-то берет. Лежу, пошла туда. Ну и что, вы увидели, что туда пошла лосиха? Пойдете туда за собакой в ту сторону. Я гляжу, она делает полукруг, и он пошла в другую сторону, на реке, и в низину, и все. Так это я вижу по GPS. А вы куда пойдете за этим зверем? Собака вязкая, работает. Ну и что? Будете курить возле машины целый день или, и домой поедете. Но он имеет в виду, что должна работать на ведущего. Здесь опять же да такой момент. А что, лось остановит, если зверь пошел на ведущего? Поработает, да, и возвращается, и дальше пошли. А второго подымем. Да. Одного угнал от тебя, сейчас подымлю и второго угоню. Да вы с такой собакой, это случайно добудете зверя. Да. С вязкой собакой вы всегда добудете. Я сажусь, приезжаю, объехал, хер знает куда. То что ж, это надо, хер знает куда ехать. Но это же заваленные леса, объехал, приехал, работают. Я добыл сигалетка, лосенка, закрыл лицензию и все остальное. Вот и все. А так сказать, лайками, если их можно назвать, это самое, они только отгоняют одного. Вот чекан берет быка и работает целый день. Мы к нему подходили, бык трофейный, здоровый, работает, я на камеру поснимал, все. И вот у вас, к примеру, нету GPS. Работает такая собака, вот вязка, все. А лес не такой перелесочек, а леса километры. Вот. И мы уже вот с Мишей стоим, мы на дорогу стали, и уже начинается вечереть. Уже день проработал,
и уже начинаются сумерки, а он работает все, этого быка. И мы стоим на дороге, а он возле дороги, бык это стоит. Ну, что он стоит? Блин, мы ж, Ну, как 200 метров. да, мы не знаем, но стоит, и вот подошел к дороге. Миха говорит, такие случаи есть, что хочет, типа, перебежать дорогу, когда машина будет ехать, чтобы собаку под машину попала, оторвать. Да я говорю, ну, фиг его знает, что он там думает. Ну, оказывается, тот стоял, мы сидим, что-то отвлеклись там на что это. Потом Миша раз на телефон. Да, говорит, он уже перескочил дорогу и уходит в другой район. А бык пришел, есть же зверь местный, а есть быки во время гона пришлые, там, пришли сюда. И они во время гона побыли и так держатся пока там возле лосих. А вот его прихватил этот чекан, он там ходил, дорога, машины, такая трасса гудит. Он не решался в светлое время, опытный, пересечь. А как только стемнело, он через дорогу и пошел. Мы по коробке и только успели там на реке перехватить чекана. Так это он проработал 10 часов. 10 часов, ребята. Понимаете? Мы бы этого быка могли добыть 10 раз. Вот. А с такой собакой, что у вас отогнала от ног и пришла, ну, бывают в жизни случайности. Но я, поверьте, когда начинал работать охотоведом в Угличах Ярославской области, и нам нужно было отстрелять 200 лосей на мясозаготовки и 150 кабана, и не было ни тепловизоров, ни ночников, и один карабин только был. И GPS не было. И GPS не было. Ну и что, вот не было GPS, так были очень вязкие собаки, с широкими поисками и это самое. И я бегал. И не терялись все равно. Вы как бы заблуждаетесь, думаете о том, что все он там потеряется. Если вы охотитесь в своих, допустим, местах, все равно придет на это место. За столько лет собаки не потерялись, ни одна из них не потерялась. И охотились и без GPS, и у меня навигатор накрывался, я вот давал ремонт, Миша, как я и целый сезон охотился без навигации. Это самое, на след становлюсь и бегу за собаками по следу, куда они бегут, собаки за кабанами. Прибегаю, они поймали сигалеткой, я подбегаю, ему что надо было сделать? Зарезать, выкинуть кишки, поддерезал диафрагму, перевернул. А как только я зарезал, они сразу только снега хватанули упасть, бросили и дальше за табуном. Ну, по снегу. Ну, да, по снегу было легче, а по чернотропу уже все, ты их не найдешь нигде. Как? Надо объезжать, если сикача работают. Ну, пример, так это на машине там где-то. А там тоже массивы такие. Погнали в ту сторону, потом кабан сделал раненый, и обратно ушел на Волгу. И мы не слышим. А утром приезжаем, оттуда заехали нету. Приезжаем, они ночь до утра. Работает этого сикача втроем. Босс мой и два меньшика. Пыж с Мухтаром. Два русских и мой. Работают ночь этого сикача. Вот. Некоторые говорят, даже я слышал и среди экспертов таких, что вот зачем там GPS, а как наши деды охотились. Деды охотились на своих массивах, в своих местах. Да так и охотились. Если собака вязкая угнала, он сидел на пеньке, это, жарил сало, если было у него, пил чай и ждал эту до ночи собаку. Вот так они охотились, как и все вы сейчас охотитесь, у которых нету GPS. И могла эта собака, я таких видел гончих, угоняли, например, сюда ко мне с другого конца, с Холодча, например. И гоняли, уставали, а раньше было много скотомогильников. Пеги эти кидали, приходили, телята эти валяются, они жрали их целый день, а может только к вечеру или к завтраму проходили, наедятся. И так, а они думали, вот мои сутками гоняют гончая. И такое может быть. Так что GPS все расскажет про вашу собаку. Про вязкость, про поиск, где она была, что она делала. Пойду как клеща. Вы это самое все узнаете, ребята. Так что GPS это нужен такой, кто охотится с небольшим поиском, околоводных зверей, там куничку, там она на 500 метров, белочку. А если ушла за кабаном,
засекачом, то надо собака вязкая и с хорошим возвратом, и с мозгами. Так что такие и собаки... я сколько ходил по лугу, там и Кучум, и Чекан, и Чен. Никто из них, вот если ты идешь по коловодным, и все по береговой линии, там Бобра, Норку, они не летают там этими километрами, потому что они хоп, только причули ты одно, только с одним разобрался, хоп, уже там работают. Да. Это, Точно так же и по утке, да. там никаких Не, проблем. ну околоводная, она же, ну, как бы все на месте. Да. Широко не надо. А кабан, тем более, я говорю, если он пришел, ну, вот, например, пришел Конечно. с Светковского района сюда кабан. Взял, и я всегда говорил, если оттуда кабан пришел, я давайте зайду на 15 километров, знаю, куда стану, лишь бы ваши собаки не бросили. И вот на спор этот кабан прибегит ко мне. То, что я знаю лозы, то, что я как бы все обошел ногами. Они ездят на машинах, и дело от дорог, такие вот кварталы, полкилометра загончики. Ну, может, на дураках, где який дурной там лось остался или еще что-нибудь выгнать. А чтобы леса знать, надо и походить по ним. Я вот говорю, мне этот Олег ей говорит, так у тебя же GPS, так ты все это самое знаешь, там все леса. Я говорю, Олег, я раньше брал карту и такой компас, как бы квартальные карты, и шел, и отмечал по этим квартальным картам, и обследовал все. Вот. Почему я и знаю, говорю. А вы его вышли возле дома, покрутились и рассказываете потом про своих собак. Там где-то укусила кабана у вольера, и ой, собака. А в лес как пришли, так все, эти собаки сдулись. Они возле ног, их надо привести. Ну, у меня вот был тоже случай. Была интерохота, приехал егерь, они 2 дня охотились. Он говорит, что, блин, ну вот вроде бы есть кабан, а не можем. И людей ни с чем отправить тоже никак. Поможешь? Ну, то я взял кобеля, приезжаем, расставляются номера, он завозит в загон. Выпускаю кобеля, он уже через 2 минуты перелетает номера, за 2,5 километра за номерами работает. Я туда прихожу, забираю, еще одному, правда, сказал Саня, он тоже, это с интерохотчиков. Пришли, забрали. Следующие едут, точно так, расставляет номера, завозит в загон, выпускаю кобеля. Он опять уже за номерами, за 3 с лишним километра поднимает. То есть свинья четко понимала, едут туда, загон будет там. И оттуда уводила в другое место. Так понятно, зверь-то умный, это охотники. А по чернотропу как там они? Да, многие думают там, что хитрый зверь только для неопытного. Опытный разберется. А я много охочусь, идут вот по лесу такого. Ворон считают это самое. Я не говорю, что я там супер-пупер, ну немножко разбираюсь в охоте. Вот. Всю жизнь, короче, этим занимаюсь. Так что еще и, ребят, собаку натаскать, найти собак. Там, говорят, с большим поиском плохо. Да с большим поиском, бляха, их, это, но этих собак очень мало. Вот этих 200-300 метров, это вы хотите своих собак оправдать там, это и все остальное. Я их перелопатил, это самое, черт знает сколько этих собак, и сам лопатил, и у людей видел, и охочусь. И всю жизнь, Миша, я же охотник, ты знаешь, всю жизнь охочусь. Но чего-то стараюсь достичь, стремлюсь к лучшему, а не стою на месте, вот как стал, вот это мой дед охотился без GPS, ходил у туалету дырку в земле, и я буду охотиться без GPS в дырку. Но у деда не было собак, у внука нету, и у правнука не будет собак. Таких, каких надо. Если вы раз поохотились бы с хорошей собакой, и поохотились с GPS, и, ну, с хорошей собакой, вы бы уже больше в лес не пошли без GPS и без хорошей собаки. А то я тоже брал там в одних собак, думаю, пойду, день хожу, зверя море, следов моря, ни одна ни разу не гаукнула.
как будто бы его мертвый лес, понимаешь? А как беру только тишку бучат, выпустил с машины, все, 5 секунд. Побегали свои дела, сделали, сейчас только жух-жух, все работает. Есть сразу зверь, сразу находится. О чем говорит это, что, это, я говорю, нахер ты шкура делал лайки. И мы Да, вы будете день ходить, день, а потом под конец уже к машине сами ноги или волочите там, где-то там подняли там этого кабана, такие побежали. тоже подняли, отогнали от ноги, пришли. Да. Ну. И потом злишься, бляха, идешь к этой собаке, вроде бы подошел, все, идешь там 3 километра, подошел, она бросилась к тебе, бежит. О, папка, я уже нагонялась, Пошли сало назад. есть, так? Не, ребята, собака нормально должна работать до убоя. Взяла, все. Также любая собака должна быть. Пока не А это вымотается, все да. шарики, все правильно Мороз говорит. Там 5-6 часов хотя бы работало. А что меньше, это все шарики. А у других таки этого не работают. Что и пробежать там 2 километра туда, 2 обратно. 20 минут туда. Назад пришла, 30 назад уже пришла в развалку, утомилась. Фух, устала. Да, Давай да. сало есть, бля. И они гладят, ой, моя собака моя. Надо честно и объективно подходить к собакам. Шавка, значит шавка. Всегда это можно проверить только на больших серьезных массивах. Да. Конечно, если И- в перелесочках и GPS-ом, охотишься. и GPS. Да, и с GPS, конечно. Только GPS-ом. Кто не верит, можем, там вот кто это писал, это, что я там говорю про километровый поиск. Приезжайте, Приезжайте, возьмем ваших собак, это самое, камеру, повесим GPS и все объективно вам расскажем. Можем вот 3 дня охоты. Работают ваши собаки, мы скажем, все, супер-пупер, ребята, вы молодцы, это самое. И, если там только не так, мы скажем, да, вы Эти редиски. диски, да. Вот и все, сразу многие сдуваются. Все Такие у нас да. были, уже вот был спор, я то, что знаю, там стая волков ходит, сикачи, один говорит, мои собаки возьмут любого сикача. Я говорю, Миша говорит, поехали, лицензии есть, все у нас, разрешение, ребята, есть, возьмем, завезем, бляха, только рады будем посмотреть на хорошую собаку и хорошую работу. Мы ж только за, мы же никогда против не, мы собачники, собака это душа охотника, и мы любим охоту. Миш, что он там говорил, что я там занимаюсь только охотами на гуся и на крупного Так. зверя, а пушниной, что ли, не занимался? Или что? Вы всю жизнь тянули к себе собак зверовых линий, а теперь собираетесь на мелочь охотиться с чем? Я никогда не слышал, чтобы вы занимались охотой на пушнину. Как его звать? Пушнины наловил на 7 тысяч рублей тогда и поехал учиться. Охоты вот эти силовые, зверовые с собаками. Мне больше это нравится. Всяких малосей добываем, и трофейных. И... Раньше был основным дипломом, это диплом по белке. Пушнина была у собаки. На сегодняшний день я знаю собак, которые, ближе к универсальным собакам, которые могут и работать. Я знаю, я с ними охотился, неоднократно. Я поэтому попросил, лесник с ней занимался, он добывал там в Украине По 28-30 куниц. 28-30 куниц. И пылая, который мог лося работать сутки, это вязкий кобель, кабана, это кому рассказать, такое анекдотичное, и никто не поверит.